Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні за вашими проханнями приготую торт фрезьє. Це літній легкий десерт із свіжою полуницею і заварним кремом. В основе его бисквит женуаз. Готовится он горячим способом, путем подогревания яиц вместе с сахаром на паровой бане. Иногда с добавочными желтками или с небольшим количеством сливочного масла. Но подойдет и классический ванильный. Выдержите его ночь в холодильнике, хорошо пропитайте сиропом и тоже получится вкусно. Ссылочки на подробное приготовление этих бисквитов будут на экране на протяжении видео и в описании над рецептом оставлю тоже. Бисквит отлежался в холодильнике, можно приступать к приготовлению торта. И делать это я буду последовательно. В первую очередь сварю заварную основу. И вот перед вами все те продукты, которые понадобятся для крема. Точное их количество, как всегда, укажу в рецепте, найдете его под видео в описании. В классическом рецепте этот торт идет с заварным кремом муслин и готовят его на желтках. Я взяла 5 желтков, их вес получился 95 грамм. Также понадобится молоко для заварной основы, сахар, крахмал. Крахмал берите кукурузный. И желательно не заменять его картофельным или мукой. Кукурузный крахмал не оставляет никакого привкуса, и крем на нем получается более гладкий и легкий. Обязательно ванильный сахар, желательно натуральный, или экстракт ванили, потому что этот крем отличается от всех остальных ярко выраженным ванильным ароматом и вкусом. И сливочное масло высокой жирности, у меня 82,5%. Оно понадобится чуть позже, и согреть его надо до комнатной температуры. Добавляю к желткам немного молока, где-то 100 мл. Остальное выливаю в ковшик, ставлю на огонь и нагрею до горячего. И хорошо перемешиваю до однородности, чтобы желтки полностью соединились с молоком. Теперь к сахару добавляю крахмал. Крахмала 50 грамм. Это 2 столовые ложки полные с хорошей горкой. Но лучше, конечно, взвесить, потому что от его количества зависит плотность заварной основы и в итоге качество крема. Хорошо перемешала. Высыпаю к молочно-желтковой смеси и снова хорошо перемешиваю до однородности, чтобы нигде не остались комочки крахмала. Все, молоко нагрелось. Нагревайте до тех пор, пока заметите над ним активный пар. Не доводите до кипения, иначе появятся плевочки сверху. Они попадут в крем, а нам это совсем не надо. Наливаю его тонкой струйкой и хорошо помешиваю. Теперь все это снова переливаю в ковшик. Ставлю на небольшой огонь, чуть меньше среднего. И помешивая, довожу до кипения. Так, вот венчиком уже чувствую, что масса начинает густеть. Уменьшаю огонь. Надеюсь, вам видно, какая сейчас неоднородная получается масса. Крахмал комкуется, поэтому размешивать надо быстренько-быстренько. Это удобно делать венчиком, он разбивает все до однородности, до гладкости. И не забывайте уменьшить огонь. Довести его надо до кипения. На нем при кипении появляются бульки, поэтому иногда останавливайтесь и проверяйте, закипает или нет. Вот, начинает надуваться. Пошло кипение. Провариваю где-то около минуты и снимаю с огня. Вот только теперь сюда высыпаю ванильный сахар и снова хорошо перемешиваю до его полного растворения. Переливаю в широкую посуду. Вот посмотрите, какая консистенция заварного крема, насколько он гладкий, однородный. Накрываю пищевой пленкой в контакт, выдавливаю пузыри воздуха, иначе над ними на пленке будет собираться конденсат. И оставляю до полного остывания. Его температура во время приготовления крема должна быть такая же, как и у сливочного масла. Теперь приготовлю сироп для пропитки бисквита. Здесь у меня сахар и ванильный сахар. Добавляю к нему только что закипевшую воду и хорошо перемешиваю до полного растворения сахара. Можно было все это и прокипятить, но если будете проваривать, ванильный сахар добавляйте уже после того, когда сироп снимете с огня. Тогда аромат его будет сильнее. Все, сахар полностью растворился, сироп прозрачный. Оставляю, пусть остывает.
Пришло время подготовить клубнику. Я ее хорошо промыла, просушила на бумажном полотенце и еще дополнительно каждую промакиваю тоже бумажным полотенцем. Убираю лишнюю влагу, чтобы она не попала в крем. Клубника должна быть полностью сухой. Этот торт и так не длительного хранения, потому что ягоды сырые. Но если вы их правильно подготовите, то простоять в холодильнике он сможет и около 2 дней. Допустим, приготовите сегодня, за ночь он хорошо выстоится, а уже завтра подавайте и приятного вам чаепития. Клубнику я поделила, примерно одинаковую отобрала для ободочка, а это пойдет в середину для начинки. Уже все подготовлено, заварная основа скоро остынет, клубника тоже сухая. Можно разрезать бисквит, пропитывать и собирать торт. Под линейку я его разделила, ножом сделала надрез. Установила высоту струны, чтобы она совпадала с этим разрезом. Заправляю в него и разрезаю. Очень удобно это делать струной. Всегда получается ровно. Теперь убираю эти крошки, зачищаю боковушки. И посмотрите, какой бисквит на разрезе. Пышный, пористый, ровные коржи. Заварная основа остыла до температуры сливочного масла. Стала заметно плотнее, но остается мягкой, поэтому взбивать ее предварительно не надо. Сразу взбиваю одно масло до посветления и пышности. Начинаю с 4 скорости из 6 возможных. Потом постепенно ее увеличиваю до самой высокой и взбиваю около 8 минут. Чем дольше вы взбиваете масло, тем меньше его вкус чувствуется в креме. Вот. В середине масло взбивается, а на стенках остается, поэтому почаще его перемешивайте. Но время может быть разное, потому что разные миксеры, скорость, мощность, все это сказывается на времени взбивания. Я даже прижимаю станину, чтобы венчик хорошо доставал до донышка. И когда масло уже пышное, воздушное, своей консистенцией напоминает крем, уменьшаю скорость до 4 и добавляю заварную основу. По столовой ложке набираю с горкой. Долго сейчас взбивать не надо. Вот на этом этапе я видео не ускоряю и не вырезаю, чтобы вы могли увидеть реальное время взбивания. Вот порция заварной основы даже не успевает полностью разойтись в креме, я уже добавляю следующую. Зачищаю чашу миксера, собираю все по стенкам, добавляю последний заварной крем. Увеличиваю скорость до максимальной, до 6, и взбиваю около минуты до однородности и пышности. Вот такой он должен получиться, легкий и воздушный. Набираю в кондитерский мешок без насадки, срезала кончик где-то шириной на 1 сантиметр. Этот крем в мешке положу в холодильник, чтобы он не таял, а в диже немного оставляю, чтобы нанести его на корж бисквита. Только перед этим его надо просиропить. И вся эта порция сиропа уйдет на бисквит только в том случае, если вы его приготовите заранее, и он у вас ночью лежится в холодильнике. Бисквит получится хорошо пропитанный, сочный, но в то же время от сиропа не размокнет и не раскиснет. Собираю торт. На донышко беру верх бисквита. Смазываю оставленным кремом, обнимаю ацетатной пленкой и плотно затягиваю кольцом для сборки торта. И вот здесь вот закрепляю зубочисткой, чтобы оно не разъехалось. Беру крем из холодильника, по окружности делаю небольшой ободок и устанавливаю клубнику. Прижимаю ее сразу к пленке и опускаю в этот ободок. Так внизу не останется никаких пустот. Промежутки заполняю кремом, еще немного добавляю по окружности и хорошо уплотняю. Вырисовываю донышко, делаю такую корзинку из крема и плотно заполняю ее клубникой. Следите, чтобы все ее носики смотрели вверх. И желательно выбрать ее спелую, сладкую и плотную. Снова заполняю все пустоты. Добавляю крем, чтобы можно было выровнять его слой по уровню клубники по бортикам. Накрываю. Видите, это донышко бисквита. Оно ровное, поэтому и торт получится ровным. Хорошо придавливаю
наношу последний крем и выравниваю верх торта. Эта порция крема у меня полностью ушла на торт. И желательно для него выбрать клубнику не круглую, а продолговатую. Тогда в разрезе торт будет более красивым. Затягиваю пленкой, чтобы он не заветривался и не тянул в себя посторонние запахи. И ставлю в холодильник минимум на 6 часов. За это время торт выстоится, крем стабилизируется, бисквит пропитается, смешаются все вкусы и ароматы. Время прошло. Этот торт можно украсить по-разному. Ягодами клубники, клубничным желе или клубника с кремом. Я приготовлю крем на сливках с сахарной пудрой и здесь же чайная ложка ванильного сахара. Взбиваю сразу где-то полминуты на низкой скорости, чтобы не разлетались сливки и не слетала пудра в воздух. А потом по мере загустения сливок увеличиваю ее до максимальной. Когда после венчиков остается четкий рисунок, а в креме появляются пустоты, взбивать достаточно. Пышный, воздушный, очень подходит к этому торту. Делаю вот такой бортик, номер насадки 358 и украшаю его клубникой. Можно также украсить посыпкой, только не берите твердую. У меня рисовые шарики, они нежные и хрупкие, совсем не мешают при еде. Ну и теперь самое интересное и вкусное. Покажу, какой он внутри. Вот такой вот красивый разрез. Крем очень нежный, но посмотрите, как хорошо сохраняет свою прослойку. Бисквит пропитанный, хорошо сочетается с этим кремом, такой же нежный. Своим вкусом торт очень напоминает мороженое. Легкий, ароматный, а клубника гармонично его дополняет и освежает. Посмотрите, как хорошо она себя ведет в торте, не течет. Готовьте с удовольствием, радуйте своих любимых такими вкусными, летними и легкими десертами і приємного вам апетита! Ну а якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки і бажаю вам всього найкращого!